Honor Win RT – революционный аппарат из Поднебесной, который меняет правила игры. Новинка получила продуманную систему охлаждения с активным вентилятором, быстрый экран на 185 Гц, топовый процессор, камеры с оптической стабилизацией, огромный аккумулятор, усиленную защиту практически от всех внешних воздействий, и все это за доступный ценник. Всем привет, друзья! Вы на канале Фэншоп, полезный и не очень. Сегодня у нас на обзоре аппарат, который не просто бросает вызов, он меняет все правила игры. Его уже окрестили новым убийцей флагманов. Знакомьтесь, Honor Win RT. И да, вы не ослышались, у него действительно активный вентилятор, экран на 185 Гц и цена, от которой у конкурентов начинается паника. Но станет ли он идеалом? Давайте разбираться. Лайк, подписка на канал за старание и приступим. Аппарат выглядит солидно. Металлическая рамка, матовая задняя стеклянная панель, которая совершенно не собирает отпечатки пальцев. Цвета классические – белый, черный и синий. Но главная деталь аппарата – вот эта маленькая прорезь на торце. Это не просто стиль. Это система активного охлаждения с настоящим вентилятором. Для геймеров просто песня. Габариты довольно крупные – 6,8-дюймовый экран и вес в 225 грамм. Но учитывая, что внутри спрятан аккумулятор на 10 тысяч мАч, это простительно. И обратите внимание на сертификацию защиты IP68, 69 и 69K. Это не просто защита от брызг, это надежный щит практически от всего, включая струи воды под высоким давлением, пыль, грязь и полное погружение в воду. Уронили в лужу? Не беда. Похоже, это один из самых защищенных флагманов на рынке. А теперь то, ради чего многие его купят. Экран на 6,83 дюйма. AMOLED с разрешением 2800 на 1272 пикселя. И просто безумная частота обновления в 185 Гц. Повторяю, 185 Гц. Скроллинг, анимация, игры – все летает с нереальной плавностью. Частота дискретизации также на уровне 360 Гц. Касание моментальное. Но и это не все. Максимальная пиковая яркость составила 6000 нит в HDR-контенте. В обычных же сценариях она доходит до 2000 нит. На улице на ярком солнце все будет отчетливо видно. Плотность пикселей составила 450 точек на дюйм. Есть поддержка HDR в лице Dolby Vision, а также адаптивная частота для экономии энергии. Соотношение экрана к корпусу составило более 90%. Рамки минимальны. Конечно же, завезли и защиту от глаз. Частота шима широтно-импульсной модуляции составила почти 6000 Гц, что особенно радует в AMOLED-экранах. По дисплею без вопросов, это топовый сегмент. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Что же внутри? Здесь абсолютный жир. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite на новейшем 3-нанометровом техпроцессе. Графика Adreno 830. Памяти до 16 ГБ оперативной формата LPDDR5X и до 1 ТБ постоянной типа UFS 4.1. Звучит как сборка ПК за 2000 баксов. Но цифры красноречивее. Смотрим на бенчмарки. Geekbench 6 почти 3000 баллов в одноядерном и более 9000 в многоядерных тестах. Antutu уже аппарат выдает более 3 миллионов баллов. Именно здесь раскрывается секрет вентилятора. В тяжелых играх через 30 минут у обычных флагманов начинается тротлинг и падение FPS. А наш сегодняшний герой, благодаря активному охлаждению, держит максимальную производительность стабильно. Это огромное преимущество для мобильных геймеров. На нем все летает и он не боится длительных нагрузок. С камерами интересно. Основной модуль 50-мегапиксельный Sony LIT700 с оптической стабилизацией и хорошей светосилой. Второй 12-мегапиксельный сверхширик с апертурой f2.2 и цифровой стабилизацией изображения. Фронталка на 50 мегапикселей с апертурой f2.0 и возможностью записи видео в 4К при 30 кадрах. Что же касается качества, днем отличные детализированные снимки с естественными цветами. Ночью хорошая работа алгоритмов, но не рекордная. Оптическая стабилизация помогает снимать плавное видео в 4К. Честно, это очень достойный уровень для повседневного использования и соцсетей, но назвать эту камеру лучшей на рынке нельзя. Это сбалансированное, крепкое, хорошо. Для большинства более чем достаточно.
А вот где настоящее царство, так это автономность. Батарея на 10 тысяч мАч выполнена по кремниево-углеродной технологии. Вы только вдумайтесь. Даже с таким прожорливым экраном и процессором он уверенно проживет 2 полных дня при активном использовании. А если вы не хардкорный геймер, то и все 3. В комплекте также идет блок на 100 Вт. Заряд с 0 до 50% занимает около 25 минут, а полный цикл с 0 до 100% занимает чуть более часа. Это фантастика. Правда, беспроводной зарядки не завезли, но при таком объеме и скорости за нее даже не вспоминаешь. А вот реверсивная на борту. Плюс завезли режим обходной зарядки для комфортного гейминга. Пару слов скажу и о отдельной программируемой кнопке, которая расположилась в нижнем правом торце. Ее можно назначить на быстрый запуск камеры, активации ИИ, либо быстрая активация игрового режима, что довольно удобно. Пробежимся по коммуникациям. На борту Wi-Fi 7, Bluetooth 6 версии, NFC модуль и инфракрасный порт. Полноценные симметричные динамики также присутствуют, и звучат они довольно громко. Работает аппарат на свежем Android 16 под управлением фирменной оболочки Magic OS 10.0 из коробки. Итак, что мы имеем? Honor Win-RT – это не просто сильный субфлагман. Это специализированная машина, которая бьет рекорды в ключевых для многих параметрах. К сильным сторонам нашего героя отнесу мобильный гейминг с максимальной производительностью, без перегрева, отличную автономность от 2 до 3 дней, невероятно плавный экран с рекордной частотой, максимальную защиту практически от всего и сладкую цену в 30 тысяч рублей. Компромиссом же отнесу внушительный вес, отсутствие беспроводной зарядки, ну и не самые топовые камеры. Хотя, повторю, для своего ценника очень даже неплохие. По совокупности характеристик и главное по цене, это абсолютный нокаут для всего рынка. Honor Win-RT не просто играет по правилам, он пишет новые и заставляет задаться вопросом, а не слишком ли много мы переплачиваем за другие бренды? А что думаете вы, друзья, стоит ли он своих денег? Пишите в комментариях. Ставьте лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, заглядывайте на все мои социальные сети, Telegram, Rutube, ВК, Дзен, там много всего интересного. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.